Всем привет-привет! Сегодня мы с вами сделаем расклад, который я назвала что вы не замечаете за собой. Посмотрим, да, что мы не замечаем за собой. Может быть, что-то хорошее, а может быть и что-то плохое. То есть не всегда какие-то негативные моменты мы не замечаем. Просто без окрашивания в плюс или минус, да, полярность, мы посмотрим, что мы не замечаем за собой. Королева жезлов. Такое ощущение, что вот мы как будто бы не фильтруем, такой, да, не очень красивый сленг, не фильтруем свой базар, не фильтруем свою разговорную речь, да, то есть мы не обращаем внимания, что, возможно, где-то в каких-то моментах мы становимся слишком темпераментной, да, либо не контролируем, опять же таки, свои эмоции, и, как следствие, наш язык, он бежит вперед паровоза. Поворота тоже, да, то есть иногда можем что-то сказать, а потом, сожалеть о том, что, зачем я это сказала, да, либо проговорилась. То есть, возможно, даже это и с хорошей точки зрения, да, то есть кто-то, например, подготавливает какой-то сюрприз, но вы не удержались, вот, и рассказали чуть ранее. Потому что, либо, я не знаю, там вас кто-то попросил, вот, и вы не смогли сдержать этот маленький секретик. То есть, вроде бы, невелика беда, да, но, с другой стороны, все равно вот как-то вот проговорились. То есть, неумение контролировать свою речь. Что еще здесь может быть, да? Что вы не замечаете за собой по королеве жезлов? Что иногда вас может быть, например, очень много. Вот вы настолько активны, настолько яркие, что кого-то это может даже и раздражать, да? Кто-то может завидовать. Возможно, вы в каких-то моментах тоже кому-то там завидуете, в каких-то деталях. Это не обязательно прям вот, знаете, там, черной завистью, я тоже это хочу. Нет, иногда бывает так, вот просто посмотришь, не знаю, на какого-то человека, да, либо на какую-то вещь, и говоришь, хорошо бы мне иметь, да, но это не говорит о том, что я прям сразу это буду делать, либо пойду это куплю, вот потому что я там позавидовала. Нет, иногда это вот выражение бывает, особенно у мамочек, да, такое тоже будет, вот когда они смотрят на каких-то покладистых таких детей, да, которые уважают, например, своих родителей, слушаются. Но иногда бывает такое выражение, хоть бы и мой был такой, да, это тоже является завистью. Насколько нам может и казаться, что это не так. Вот, либо там, не знаю, когда мы смотрим на человека и видим, что он прям, в нем много энергии, да, люди к нему тянутся, он такой позитивный, где-то на закормах своего сознания мы тоже говорим, вот хорошо было бы, да, чтобы вот и я, наверное, был вот такой позитивный человек, да, либо такой огненный, либо находил правильные, верные слова поддержки в нужный момент. Это же тоже проявление зависти. Неважно, это в плюс или в минус, да, то есть энергия – это есть энергия. Окрашиваем мы в плюс или в минус только тогда, когда мы делаем на это акцент. Энергия сама по себе, она нейтральная. Хорошо, что еще вы не замечаете за собой? Что вы, допустим, стремитесь к не к равноправию, а, знаете, вот к такому балансу, да, вот именно то, что вам дают и вы даете. Вот, опять же таки, это может быть как плюс и минус. Все зависит от того, чьими глазами мы смотрим, да, то есть если, например, смотреть вашими глазами, да, и вы говорите, вот мне человек уделил там 3 минуты внимания, значит, и я ему дам ровно 3 минуты. Вот, тогда это будет вот справедливо, например, да, и теоретически это так и есть. Но, например, с какой-то другой точки зрения, да, это может быть кому-то показаться не совсем верно. То есть неужели мы там внимание как-то оцениваем именно дашь на дашь. Вот сколько ты мне даешь, ровно столько и я тебе даю. Да? То есть ведь бывают разные ситуации. Да? Человек просто в этот момент смог дать что-то маленькое, столько, сколько мог ресурсов, а в следующий момент он может дать больше.
Вот, то есть с этой точки зрения можно сказать, что не совсем верно это ваша позиция. Давайте столько, сколько вы считаете нужным, да, столько, сколько вас наполняет при этой отдаче. Не насколько вы ощущаете после этого опустошения, а насколько это вас обогащает. То есть один человек, если он по своей энергетике, да, вот прям пыщет и вот как фонтанирует этой энергией, и он не сможет отдать меньше, да, потому что вот отдавая эту энергию, к нему еще больше прибавляется, и он чувствует себя на гребне волны. А другой человек, который, например, там, не знаю, находится в каком-то упадческом состоянии, для него и, там, я не знаю, 3 минуты внимания, это будет, так сказать, последние ресурсы его жизненные, которые ему необходимы для себя. То есть вот здесь вот этот вот момент баланса, он такой достаточно хрупкий. И поэтому иногда, когда вы что-то оцениваете, вы это можете за собой не замечать, да, что я, например, вот столько тебе отдала, а ты мне вот меньше. Опять же таки, все зависит от того, в контексте чего мы рассматриваем и кто рассматривает, потому что мы всегда смотрим на вещи субъективно. Нам сложно, даже тогда, когда нам кажется, что мы смотрим объективно, мы все равно в большинстве своем рассматриваем через призму своего какого-то видения мира и поступка других людей. Да, поэтому здесь, на этой карте, мы видим беса, который сидит на плечах человека, да, напоминающего Наполеона, некого такого победителя, да, и здесь человек даже самостоятельно не способен оценить ситуацию, да, то есть бес за него решает. Одному он дает, значит, медальку из шоколада, а другому дает мышь. Почему? Потому что ты эту мышь заслужил, да, ты и так стоишь на коленях, ты и так нуждающий, да, то есть ты сам себя не уважаешь, ты сам себя не ценишь, поэтому ты и достоин этой мыши. Не потому что я тебе хочу эту мышь дать, а потому что ты сам себя, ну, вот как-то принизил, унизил, да, недооценил. Мышь в контексте страха, испуга. То есть ты трус, у тебя нет чувства собственного достоинства, поэтому ты и заслужил это. А здесь это значит, получает шоколадную медальку, да, он выше, чем этот персонаж. И это тоже не есть хорошо, потому что, ну, нету равенства, да. То есть ты выслужился передо мной, опять же, тоже не есть хорошо, нехорошо поступил. То есть ты что-то делаешь, да, для того, чтобы вот именно что-то заслужить. Не потому что ты этого хочешь, а потому что ты хочешь чего-то заслужить. То есть ты выслуживаешься, это тоже есть минус. Поэтому не всегда, когда минус это минус, а плюс это плюс. Да, то есть здесь какой-то хрупкий баланс. И вот вы иногда этого не замечаете. Опять же таки в силу своего темперамента, в силу своего характера, да, то есть опять вы смотрите на вещи субъективно. Это и не хорошо, и не плохо. То есть здесь сейчас идет просто не оценка, что вы за собой не замечаете, а констатация факта, что вот есть вот такой факт того, как мы поступаем. Что еще мы не замечаем за собой? Но что очень часто мы занимаемся самобичеванием, самонаказанием, да, что мы сами себя разрушаем. Разрушаем через какие-то поступки, да, то есть сами себя наказываем, совершили поступок, вместо того, чтобы как-то вот сделать какие-то выводы, да, проанализировать ситуацию и просто принять и идти дальше. Мы начинаем себя наказывать. И мы стараемся себя как-то вот причинить себе боль. Мы начинаем сами себя обесценивать. Для чего мы это делаем? Девятка кубков. Потому что мы все время хотим получать удовольствие, и нам кажется, что жизнь это, ну, когда это правильная жизнь, да, когда это блаженство, вот, то все должно быть хорошо. На самом деле блаженство это тоже не путь развития. То есть когда все хорошо в твоей жизни, ты не будешь стремиться к чему-то, да? Когда у тебя есть достаток во всем, тебе не нужно ни к чему стремиться. И таким образом, да, а поскольку ничего не останавливается, начинается деградация. Тебе все время нужно двигаться вперед. И вопрос здесь не в том, что неужели нужно двигаться всегда через боль, через какие-то страдания. Нет, можно двигаться вперед и через удовольствие по девятке кубков, но осознавать, что мне нужно двигаться. Потому что когда у человека в жизни все хорошо, он расслабляется.
И вот это вот расслабление постепенно возвращается ему как лень. То есть человеку уже, ну вот, допустим, представьте, раньше человек ходил пешком, да, из точки А в точке Б, ну не было машины. Вот, он стремился к тому, чтобы заработать, чтобы купить себе машину, чтобы облегчить себе труд. А дальше, когда он купил машину, он уже вот в ближайший магазин, он не пойдет пешком, да, он уже берет машину. Почему? Потому что ему лень. Ну, так быстрее, да, то есть вопрос скорости и удобства, скорее всего. Зачем я буду себе причинять неудобства, пройдусь пешком, да, то есть потрачу калории, потрачу энергию, силу, времени больше займет, да, я лучше быстрее на машине пойду. И поэтому вот это вот улучшение, совершенствование в некоторой степени, да, то есть враг хорошему – это лучшее. Вот здесь вот в таком контексте здесь идет смысл. И иногда вы не замечаете за собой, что желая вот прям, знаете, получать вот прям все хорошее, это тоже не есть хорошо. То есть здесь, смотрите, здесь крайность. С одной стороны, либо я себя наказываю, либо я вообще нахожусь в каком-то состоянии блаженства. То есть здесь крайности. И речь идет о том, что нужно все же найти вот это вот золотое сечение, золотую середину того, как нужно поступать. Что еще вы не замечаете за собой? И иногда вы бываете прям, ну, очень жесткими. Вы знаете почему? Потому что вы как-то говорите правду, вот ваша прямолинейность. Опять же таки, вот все ситуации, они идут в контексте. Ты не можешь сказать, что есть какой-то один шаблон, и его нужно применять. То есть нельзя сказать, что прямолинейность – это хорошо, либо прямолинейность – это плохо. Все зависит от момента. Вот, а здесь ощущение того, что не замечаем, что все время впадаем в какие-то крайности. Да? То есть рыцарь мечей говорит о прямолинейности, и эта прямолинейность, она может кого-то ранить. Но с другой стороны, да, сказать, что как-то удержать язык за зубами, что здесь как раз и не получается, и что-то не сказать, это тоже может навредить. То есть как понять, когда говорить эту правду и как ее говорить? И нужно ли говорить, понимаете, здесь вот эти вот моменты, да, то есть, ну, вы иногда не замечаете, что, может быть, надо было где-то просто помолчать, а может быть, действительно надо сказать. То есть вот здесь как будто бы у человека нету внутреннего, как это, не знаю, какого-то компаса, да, который бы сказал, вот здесь нужно помолчать, а вот здесь вот нужно сказать. Что еще вы не замечаете за собой? Ну, тот момент, что вообще вам необходим сейчас, например, какой-то праздник, либо вы хотели что-то отпраздновать, может быть, какой-то день рождения, может быть, праздники там впереди. Здесь есть необходимость именно в отдыхе, необходимость в каком-то празднике. Иногда вы не замечаете, насколько вы можете быть мнительными, чрезмерно чувствительными, очень близко принимать что-то к сердцу. Прям, ну вот много-много такой мягкости и кубковости, да, то есть можете не замечать, что, не знаю, на ровном месте ни с того ни с сего вас накрывают какие-то эмоции. И опять-таки, здесь вопрос не в том, что вы это не знаете, да, хотя он стоит таким образом, да, что вы не замечаете. Вы это замечаете, но вы на это не обращаете внимания. Вот как это может быть, да, то есть вы знаете, что у вас есть эти качества, но вы им не придаете значения именно в моменте. И поэтому в каких-то моментах они служат вам во благо, а в каких-то они вас разрушают. Ну и еще одно, давайте посмотрим, что вы не замечаете за собой. Что иногда вы бываете инфантильными, опять же таки, да, двоякость этого аркана. То есть с одной стороны вы бываете инфантильными, а с другой стороны вы бываете эгоистами. И вот как понять, да, когда нужно быть инфантильным, когда нужно быть открытым, доверчивым, щедрым человеком, а когда нужно быть эгоистичным, да, нужно уметь отстаивать свои границы и свои собственные желания. То есть здесь весь расклад, он говорит о том, что вы не замечаете именно вот этой вот границы. То есть когда вы эту границу переступаете, а когда наоборот не доступаете. То есть здесь все про золотую середину, и, возможно, нужно это отслеживать. Для того, чтобы внутри вас появился вот этот вот, как это слово-то правильно сказать, не такт, а вот, знаете, вот какая-то чуйка.
чуйка и понимание того, вот как поступить правильно, верно именно сейчас, вот в контексте. Не в общем какую-то одну модель выбрать поведения, а именно в контексте. Как-то так.